Всем привет! Рассмотрим такой небольшой китайский заточной станок для сверл. Значит, у меня с ним уже больше 2 лет опыта работы. Я на нем затачиваю очень часто сверла. Рассмотрим его конструкцию, как он работает, какие у него могут быть ограничения, что там у него в комплекте идет. Размеры этого станка очень маленькие. То есть вот он 280 на 140, на там 140, можно сказать. Так, значит, что идет у него в комплекте? В комплекте идут цанги. Цанги у нас ER20. Они начинаются от 2,1 мм, заканчиваются 13. Значит, тут одна уже цанга стоит. Идет такой вот держатель для цанг. Значит, тут внутри можно видеть как бы такой канал. Цангу держишь под углом и вставляешь его внутрь. И все. Ну, она как бы по факту должна там держаться. Она держится, если вот, ну, держишь ее так, с этой стороны она выпадает. Это для того, чтобы, когда вставляешь сверло, например, затягиваешь его, цангу может закусить внутри. И когда ты откручиваешь, как бы этот канал, он как бы вытягивает эту цангу обратно. С этой стороны у нас стоит регулировка по высоте, для того, чтобы можно было выставить сверло. То есть тут можно заметить, что от 3 до 13, ну там как бы от 2, там еще 2 деления идут меньше. Ну, естественно, кнопка включения с подсветкой. С этой стороны у нас вставляется этот держатель. В него уже поставляется сверло. Тут можно заметить упор. Когда доходит сверло, оно упирается, как бы его прокручиваешь, и он упирается под этот упор. И тогда в зависимости от диаметра выставляется как бы высота этого сверла. Следующее. С этой части у нас находится круг. Он алмазный. Находится вентилятор, который выдувает это все через эти отверстия. Значит, тут у нас стоит... Можно выставить угол 135 до 90 градусов. Ну, 90 градусов конкретно уже так себе оно его делает. В обратной части, можно сказать, ничего нету, только одна ручка. Значит, характеристика тут мотор стоит 180 ватт. В принципе, его хватает, ну, хватает. Идет шестигранник. Значит, с этой стороны сверху можно сделать спиральную фаску. То есть, так, сверху вставляется сверло. Вставляется сверло. И вот здесь вот делаешь фаску как бы по центру сверла. Вот ее видно. Такую фаску. Могу сразу сказать, что работает она некорректно. Не знаю почему. Пытался выставлять. Пока что ничего не получилось. То есть может выходить таким образом, что с одной стороны сделает фаску больше, а с другой меньше. Ну, то есть Китай, она не удивительна. Какие могут быть ограничения? Ограничения, естественно, по диаметру сверла, поскольку здесь указано 2,1 до 13. Ну, то есть больше 13, к сожалению, не вставишь. И меньше 2,1 тоже не вставишь. Но по своему опыту могу сказать, что даже 2,1 оно уже шлифует очень плохо. Цанга плохо зажимает сверло, даже когда докручиваешь очень-очень сильно. Значит, помогает следующая ситуация. Сейчас покажу. Значит, цанга вставляется в этот паз. Нужно вытащить и не вставляя в паз. Просто кинуть цангу внутрь и тогда докручивать. И в таком случае можно, в принципе, там шлифовать или там затачивать сверло там 2,5. В принципе, будет нормально. Ну, то есть, когда не дотягивает цанга, оно не дотягивает, оно слышно, когда шлифуешь, слышно такие рывки, как бы, и, ну, то есть, сверло начинает как бы дрожать внутри из-за того, что оно
плохо держится. Следующее ограничение по длине сверла. То есть, например, какое-то короткое сверло уже не получится зашлифовать. Итак, а не получится почему? Вот нашел какой-то кусок металлолома. Значит, когда вставляешь сверло, его нужно вставить сюда под упор. Вставляешь под упор, потом вставляешь сверло, выставляешь его высоту, ну и сверло нужно прокрутить для того, чтобы оно уперлось в этот вот упор. И значит, когда сверло уже доходит аж до самой цанги, то есть как бы его не за что прокрутить. А с этой стороны его не прокрутишь, ну поскольку здесь нету места, он палец еле влазит туда. И это, наверное, все ограничения этого станка. Естественно, кроме сверла здесь ничего не удастся пошлифовать, потому что даже, ну, как бы даже взять если двухперую фрезу, тоже не получится, потому что здесь нельзя выставить ровный угол, ну, так, чтобы оно шлифовало на 180 градусов, да, получается. Ну, то есть не получится. Не получится также, например, пошлифовать сверла, которые имеют 3 канавки, тоже. Либо, например, вот у меня есть сверло левое. Его тоже здесь не получится пошлифовать, потому что оно шлифует только сверла, ну, как бы стандартные, обычные правые. Также, ну, естественно, можно спокойно шлифовать сверла, которые имеют конус Морзе. Вот, например, на этом примере сейчас покажу, как оно все работает. Это сверло имеет диаметр 8 миллиметров. Значит, здесь нужно выставить 8. По своему опыту могу сказать, что лучше выставлять больше. Там, вот, например, 8,5, там можно давить до 9, и ничего страшного не будет. Но желательно больше, чем 8. Вот, например, поставим 9. Как это все происходит? Поставили мы 9, вставили сверло. Вот здесь вот находится такой упор. Значит, вставляешь его. Упираешь, потом вставляешь сверло. Сейчас нужно открутить немного. Вставляешь сверло и смотришь, чтобы оно попадало в паз. Вот видно, сверло входит, доходит до упора, потом его проворачиваешь и потом уже затягиваешь вот эту вот часть. Ее прямо вот так упираешь, оно здесь упирается и нормально затягивается. Проворачиваешь обратно для того, чтобы его не закусывало. И вытягиваешь, и все. И сверло готово к шлифовке. Теперь переходим к этой части. Мы откручиваем болтик и регулируем себе угол. Значит, сделали угол. Тут есть вот как бы стрелочка такая. Все, и затягиваем. Затянули. Ну, здесь видно вырез 1, вот вырез 2. И также здесь тоже есть вырез, и оно вставляется. Как бы вставляешь так, шлифуешь одну кромку, проворачиваешь на 180 и шлифуешь вторую кромку. Все, включаем. Включаем. И так нужно делать много раз, но желательно пока, когда оно перестанет брать сверло, когда перестанет резать его, тогда уже в принципе все. Все, проворачиваем. Итак, что хочу добавить. Значит, когда вы шлифуете, желательно в ту сторону сильно не давить. Потому что вот эта часть, она держится не очень прочно, и оно как бы немножко выгинается, тогда вы будете намного больше его стачивать, например, одну сторону, либо вторую. Желательно вот вообще вот так вот пальчиками и делаешь. С чем я столкнулся в первое время? С тем, что цанга к вот этому вот наружному диаметру была неровная. То есть я вставил в токарный станок, взялся за эту часть, вставил просто обычный такой шлифованный прут и индикатором подвел, значит, ну вот можно сказать здесь. Оно крутилось, и я заметил, что было 0,2 биения. Из-за этого одну канавку
шлифовала, ну, намного больше, чем вторую. И пришлось поправлять, значит, конус здесь внутри, для того, чтобы оно намного точнее шлифовало. Вот этот вот конус, видно, он там вот не идеально не шлифованный, а вот такой вот какой-то вот там вот. Как здесь происходит? Значит, здесь регулируется высота. Здесь есть болтик упора. Значит, например, вот можно вставляешь, предположим, что у нас это держатель уже стоит. Вот, например, шлифуешь, дошел до значения, там до какого-то, например, хватит. Все, ставишь упор, раз, подкрутил упор, вышлифовал, например, одну сторону, потом провернул, назад его открутил, вставил и докручиваешь обратно до упора. Ну, как бы этот упор сделан для того, чтобы две кромки, если их нужно много шлифовать, чтобы они как бы вышли одинаковые. Но даже если я когда шлифовал, ну, совсем немножечко, то все равно они выходили как бы разные. Вот так вот. Значит, что хочу от себя добавить. Значит, была бы возможность, лучше бы купил какой-то немецкий шлифовальный. Ну, то есть, как по мне, то вот это вот лишняя трата денег. Но, в принципе, для какого-то гаража или какая-то, ну, там, совсем маленькая фирма, то, в принципе, этого будет достаточно. Что очень хорошо, что вот эти вот цанги к шпинделю подходят 2,2 киловатта. То есть я иногда отсюда выбрал, там что-то вставлять. И еще одно очень важный момент, что цанга, вот, например, видно в ней вырез такой есть, очень, ну, как бы большой. Есть спираль у сверла. Ну, например, спираль здесь начинается, вот, идет она под скосом, и здесь она как бы повторяется, ну, как бы положение ее. То есть для того, чтобы ровно стало сверло в цанге, цанга должна быть минимум вот такой вот длины, чтобы оно взяло, чтобы оно захватило здесь и захватило здесь. Но поскольку в цанге есть такая выборка, сейчас покажу цангу, именно вот эту вот. Вот здесь такой выборки нет. Это 8. Вот как бы если так приложить, то в принципе этого должно хватить. То есть это сверло будет шлифовать нормально. Но бывают такие сверла, там где очень длинная канавка. Так вот, из-за этой длинной канавки ты когда как бы вставляешь, то сверло становится немного под скосом. Шлифуешь, ну и, конечно же, выходят неровные кромки. И это, кстати, очень большой минус. Я поначалу этого не замечал, не понимал. Ну, вот здесь очень видно, например, маленькое сверло, а всего лишь там на 15 миллиметров или на 10 части, за которые оно может держаться. Как бы все. Спасибо за просмотр.